Приветствуем всех ценителей хорошего звука! Сегодня мы будем разбирать схемотехнику двухтактного лампового усилителя мощности Sparta PP на одной из самых популярных радиоламп 6P3S. Усилитель состоит из источника питания, каскада предварительного усиления и выходного каскада. В источнике питания используется тороидальный трансформатор мощностью 250 Вт, обеспечивающий питанием весь усилитель. На трансформаторе имеются первичная обмотка, экран, высоковольтная обмотка, состоящая из 4 обмоток, включенных последовательно для обеспечения высоким напряжением всех потребителей, и 4 накальные обмотки, работающих попарно, каждая пара на свой канал. На этой схеме, в отличие от однотактных усилителей, рассмотренных в наших прошлых обзорах, резисторы заземления накалов ламп показаны непосредственно на силовом трансформаторе. Однако стоит учесть, что при монтаже усилителя эти резисторы необходимо монтировать на самих ламповых панелях. Источник питания построен на базе печатной платы P-Over. Как вы уже могли заметить, она используется практически во всех разбираемых нами конструкциях. Анодный источник построен по двухполупериодной схеме на двух быстродействующих высоковольтных диодах. Затем идет COC-фильтр, дроссель подключается непосредственно в плату. Затем стоит резистивный делитель для питания цепей драйвера. Отсюда напряжение подается непосредственно на выходные трансформаторы и два канала предварительного усиления, каждый из которых, в свою очередь, имеет свою отдельную развязку. Такая организация питания является максимально оптимизированной по соотношению цена-качество. В идеале необходимо разделение питания дросселями на каждый канал, либо установкой конденсаторов на выходных трансформаторах, емкостью хотя бы 50 микрофарад. Второй источник питания отрицательной полярности предназначен для обеспечения отрицательным напряжением драйверного каскада и подачи отрицательного смещения на выходной каскад. Собран по двухполупериодной схеме на высоковольтных быстродействующих диодах, фильтра, индикатора включения, который также показывает наличие напряжения смещения, стабилизатора смещения на стабилитроне. С этой точки подается отрицательное напряжение для питания драйвера. Затем стоят два регулируемых делителя напряжения раздельно для каждого канала. Напряжение смещения выходного каскада устанавливается этими резисторами, а балансировка плеч выходного каскада специальным балансировочным сопротивлением в катодах ламп. Оно зашунтировано конденсаторами по переменному току. С его помощью можно балансировать в небольшом пределе разброс выходных ламп для получения симметрии. Предварительный драйверный каскад выполнен по дифференциальной схеме. Первая лампа работает в режиме с общим катодом, вторая в схеме с общей сеткой. Входной сигнал поступает на сетку первой лампы, усиливается, инвертируется, усиленный по напряжению инвертированный сигнал снимается с анода. С катода этой лампы сигнал передается на катод второй лампы, и с ее анода мы снимаем неинвертированный сигнал. У дифференциального усилителя на лампах по сравнению с другими фазоинвертирующими каскадами есть как ряд плюсов, так и минусов. Основной плюс, важный для конкретной схемы, это максимально возможное равенство выходных сопротивлений каскадов. Снимая сигнал с анодов, разница выходного сопротивления для обеих ламп данных каскадов будет незначительной по сравнению с построением фазоинверсных каскадов, например, с разделенной нагрузкой. Также основным преимуществом этого каскада является то, что симметричные сигналы разной полярности проходят через одинаковое количество разделительных конденсаторов, что очень сильно влияет на звук. Одним из недостатков подобных каскадов является разбалансировка сопротивления анодной нагрузки, поэтому в первом каскаде драйвера предусмотрена незначительная подстройка анодной нагрузки для симметрирования драйвера в пределах 10%. Питание каскада усиления двуполярное для увеличения его эффективности. Каскад питается от источника с положительным напряжением порядка 280 вольт и отрицательного источника минус 108 вольт. На выходе каскада предварительного усиления установлены разделительные конденсаторы по каждой фазе. В этом усилителе мощности реализовано фиксированное смещение, которое подается на сетки выходных ламп через резисторы номер 9. Каскад усилителя мощности выполнен по двухтактной ультралинейной схеме на радиолампах 6P3S. На трансформаторе есть соответствующий отвод, к которому подключена вторая сетка выходной лампы.
Балансировка выходного каскада реализуется при помощи переменного резистора, включенного между катодами выходных ламп. Центральный вывод резистора соединен с минусом источника анодного питания. Для уменьшения влияния сопротивления переменного резистора на режимы работы ламп, параллельно его центральному выводу включены резисторы с меньшим сопротивлением, обязательно зашунтированные конденсаторами. Общее сопротивление резисторов изменяется в пределах единиц Ом. Это позволяет сбалансировать плечи, но существенно не меняет рабочую точку ламп. В среднем разница напряжений составляет не более 5% относительно фиксированного смещения. Для согласования анодной нагрузки выходного каскада используется выходной трансформатор с различными вариантами коммутации, возможностью подключения нагрузки 4, 8, 16 Ом. Возможно задействовать выходные обмотки для организации петли общей отрицательной обратной связи. Трансформатор может быть как полностью симметричным, так и двухтактным трансформатором классического типа. Типы трансформаторов мы разберем в наших следующих видео. Спасибо за просмотр, делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на наш канал, выбирайте и собирайте.